Сегодня про моего любимого Айвазовского. Он, когда был в Венеции, у него произошел такой случай. Он, там путешествует по Венеции и знакомится с неким маркизом. И этот маркиз в доверительной беседе рассказывает ему такую штуку, типа: «О, господин Айвазовский, мой брат владеет колбасным производством». Айвазовский такой: «Что? Типа, в чем ситуация?» Сегодня несколько веселых историй из жизни моего любимого художника Айвазовского. Вот одна такая про Венецию, про Италию. Айвазовский путешествует по Италии и встречает некого маркиза. И этот маркиз ведет светскую беседу и внезапно упоминает о том, что его брат этого маркиза владеет колбасной фабрикой. Как мило. Как мило, типа, к чему бы это? И неловко, непонимание. Понимание в чем заключается? В том, что вот этот вот маркиз, он хотел бы расплатиться с Айвазовским производством своего брата, не производством, нет, изделиями. Он хотел бы расплатиться колбасой за творчество великого мариниста. Ну, Айвазовский такой думает, типа, это очень странно. Но он почему-то пошел на эту штуку. И в тот же вечер написал небольшой этюд, подарил его, подарил, да. Ну и взамен получил великолепную мясную нарезку. Это очень итальянская история. Что еще про это можно сказать? Великолепная еда за великолепное искусство. Это, как я понимаю, один раз, когда Айвазовский работал за еду. Другой курьезный случай. 1844 год. И Айвазовский на корабле пересекает Бискайский залив и попадает в шторм. Великий маринист, великий шторм. И судно, на котором он плыл, оно выдержало бурю. С Айвазовским все окей, нет проблемы. Но откуда-то просочился слух, что эта буря унесла жизнь талантливого живописца. И в считанные дни вся Европа облетела вот это известие, что во всех европейских газетах, что великий маринист погиб в неравной схватке со стихией. Как драматично. Вот, что рисовал, с тем и столкнулся. И не осилил. А осилил? Да, осилил. Но был небольшой тайминг, небольшое время, пока люди в это все верили. И один предприимчивый делец, он поступил так. Это был парижский галерист, Айвазовский, он был в Париж, и этот галерист, он взял на комиссию пару картин Айвазовского, воспользовался моментом и продал эти произведения как произведения уже погибшего автора, умершего автора, но с колоссальной наценкой, просто с дичайшей. Вот, великий маринист погиб, и теперь его картины стоят бешено дорого. И он воспользовался этим моментом и продал. Вот. Но когда все выяснилось, что все окей, все хорошо, Айвазовский приплыл в Париж, и, вот этот торговец, он даже не пытался скрыть своей радости по этому поводу. В общем, вот он сделал вот свое торговое дело. Слава богу, Айвазовский победил стихию тогда. Не продолжая тему еды, немножко про шампанское. Как у него подавалось шампанское. Он снимал с этикеток для шампанского заводские этикетки и наклеивал туда свои. И он рисовал на этих этикетках свои микроэтюды. Конечно, большей частью он рисовал, конечно, море. И вы получали, они, да, получали бутылку там игристого шампанского, на котором изображена бушующая морская стихия. Блин, как это символично. И он тоже очень-очень-очень заморачивался насчет еды, и когда там в его доме устраивались приемы, он старался удивить гостей чем-то особенным. Это такой прям итальянский подход, я чувствую. Потому что он много учился в Италии, взял вот эти вот паттерны поведения. И выбирал с поваром тщательно меню для банкета и придумывал блюдам оригинальные названия. Например, там шампанское от штиля к урагану, или зелень капри, или пунш Везувий, или мороженое Северное море, или
пирожки гавань или суп Черное море, соус Азовское море. Понимаете? Ну, таким образом ты приходишь в гости к Айвазовскому и попадаешь в такой потрясающий контекст. Сколько в этом поэзии и философии, сколько в этом... Как будто бы вот я чувствую тот подход к проектированию, который я чувствую в Италии. Только тут подход к живописи. Это, блин, нужно понимать. Это не просто так. Это очень крутая штука. Еще немножко про Италию, про Венецию. Как у него пересекаются вот эти смыслы с итальянской историей? Это очень интересно. И он однажды ночевал в Венеции. И ночевал в Венеции на острове Святого Лазаря. У Айвазовского брат, он стал монахом и поселился в данном монастыре. И Айвазовский, он навещал его, приезжал к нему и гостил. И дело в том, что там была комната, в которой останавливался Байрон, лорд Байрон. И это была такая комната, которую сохранял монастырь как музей. И все в нем оставалось точно таким же, как было, ну, как в ней останавливался поэт. Все сохранили как музей. И Айвазовского поселили жить в эту комнату. Это как большое такое комплимент, большое уважение к гостю. И он тоже был взволнован этим фактом. Не знаю, каким образом, никто не знает, каким образом произвело на него это впечатление. Но он, знаете, он раньше был не Айвазовский, а Гайвазовский. Гайвазовский. После этого отдыха в комнате Байрона он убрал букву «Г» из своей фамилии и стал тем, кого мы знаем. Айвазовский. Вот тогда он еще был очень молодой художник и прославился под этим именем. Да. Байрон, Венеция. Когда же меня-то слава ждет? Снова про еду, ну как тут? Невозможно остановиться. Начал про еду и уже не остановишься. Хотя говоришь про великого мариниста. И вот про праздники в семье в доме Айвазовских. И чтобы удивить своих гостей, ну, не знаю, хотел он удивить, не хотел. Мне кажется, он просто самовыражался, как он хотел. И вот, было 50-летие Айвазовского. И по этому поводу был организован огромный пышный банкет. И в самом конце Айвазовский встает, произносит: «Господа, я приношу вам свои извинения, но мой повар, он забыл про десерт. Поэтому вам придется отведать блюдо моего приготовления». И гостям подали маленькие подносы, и на каждом лежал превосходный небольшой пейзаж от Айвазовского. Я думаю, это был самый лучший десерт в их жизни. Это дорого стоит. Чуть-чуть про Айвазовского. У него веселая жизнь была, сумасшедшая классная жизнь. Интересная. Вот, про крымского Робин Гуда, как Айвазовский встречался с руководителем, ну, предводителем разбойников. В общем, вот, как-то Айвазовский, ему довелось угощать кофем крымского Робин Гуда. Так называли знаменитого разбойника по тем временам Алима Айдамака. В общем, вот, был такой разбойник, и он был такой, он якобы, я не очень в это верю, но якобы он брал деньги у богатых и отдавал их бедным. Ну, тогда были такие времена, тогда были такие личности, тогда было такое, вообще другие люди, я думаю. Может, я ошибаюсь, но я так думаю, мне так нравится думать. Вот, он брал деньги у богатых, забирал, отнимал, экспроприировал, отдавал их бедным. И вот Айвазовский угощал кофем этого человека. И вот они сидят, пьют кофе, любуются картинами, имеют приятную беседу. И этот разбойник, он узнает про скорую женитьбу Айвазовского на молодой Анне Саркизовой. Да. И вот потом приходит день свадьбы. И кортедж Айвазовского, он едет, и его останавливает шайка разбойников. Какой, блин, понимаете, какая жизнь? Он едет на кортеже, у него молодая жена новая, видимо, новая, нужно уточнить. И шайка разбойников останавливает его. Это его бытийность. Он в этом живет.
Э, Гости приполошились, но предводитель разбойников спрыгнул с лошади, опустился на колено перед невестой и вручил ей роскошную восточную шаль. Это был Алим Айдамаков, это крымский Робин Гуд. Вот такая история, обалдеть. Еще он настолько великий, настолько превосходный, про него говорили, что Айвазовский принес хаос в Европу. Какая перед этим история? Эту фразу современники, художника, они говорили в шутку, потому что Айвазовский написал картину «Хаос. Сотворение мира». И эту картину увидел Папа Римский. И это настолько впечатлило папу, что он был в восторге, и он хотел купить эту картину. Но Айвазовский, он думает, я пойду ему навстречу, и преподнес понтифику в подарок свою работу. И, в общем, этот жест оценили. И имя Айвазовского, оно еще сильнее прогремело в Европе. Он делал правильные штуки, он делал большие штуки. Что я сижу делаю? Чем я занимаюсь, господи? И Гоголь, он шутил по этому поводу. Пришел ты, маленький человек, с берегов Невы в Рим, и сразу поднял хаос в Ватикане. Да, вот он так мог. Что это была за личность превосходная? И сейчас полотно находится в музее на острове Святого Лазаря в Венеции. Про который я уже говорил. Вот так. И вот именно Айвазовский, он стал первый русский художник, чьи картины были представлены на выставке в Лувре. И чуть позже там награда, золотая медаль Французской академии, и сейчас полотно мариниста ценится во всем мире очень-очень-очень дорого. И, например, вид Константинополя и Босфорского залива аукционный дом Сосби продал за $5,2 миллиона. Неплохая цена. Неплохая. И напоследок еще вот такая вот, не напоследок, ладно. Странная история из его жизни, она во мне просто тоже откликается. Что с этим делать, я не понимаю. Он великий живописец, он признан во всей Европе. Его признают Испания, Франция, Англия, Голландия, Италия. В Петербурге ему собираются дать академика. В общем, вот. Он очень крутой. И он хочет быть в Петербурге и ищет для этого мастерскую. Он хочет там жить, работать, и у него есть средства, и он хочет мастерскую в центре. И он находит такую мастерскую и приезжает смотреть помещение. А помещение ему показывает дворник. Показывает почему-то не сама хозяйка этого помещения, а дворник. И Айвазовских, окей, в восторге, мне это все подходит, я готов давать деньги, я готов давать задаток, а дворник, он молодец, да. Он спрашивает, что ты его насторожил? Он спрашивает, типа, а кто вы? Что вы будете делать? Он говорит, я живописец Айвазовский, да. Дворник говорит, нет, простите, уважаемый, простите, но ремесленникам мастеровым мы помещение не сдаем. В прошлый раз отказали портному на Медне. Так что никаких вот этих вот мастеровых историй у нас тут не будет, потому что эти все мазюки, они загрязняют помещение, там краски, холсты и прочее, все потом не очистишь, извините. Вот так ему отказали в аренде мастерской. Дворник молодец. Такой он был, вот так он жил, такие штуки. Это маленькая часть вот этих вот безумных историй про него, небольшая часть. Мне кажется, я надеюсь, что вас заинтересовало, и вы пойдете в Русский музей и будете также сидеть и смотреть на эту безумно прекрасную красоту. Вот. И 19 апреля 1900 года Феодосия, мастерская художника. Небольшой размер подрамника, холст, чистый холст, и Айвазовский хочет написать один из эпизодов освободительной борьбы греческих повстанцев с турками, да. И он за день практически закончил холст, не совсем закончил. И в центральной части картины изображен корабль, объятый пламенем, клубы дыма, и все это драматично. И не успел довести замысел до конца. Ночью во сне он умер. И незаконченная картина «Взрыв корабля» так и осталась на мольберте. Вот этот прекрасный, великолепный
человек, который оставил огромное, невероятное наследие вот этому миру. И ушел он правильно. Как правильно жил, так правильно и ушел. Я в восторге, и я хотел этим с вами поделиться. Вот такая история про художников. Такая жизнь. Это вот еще одно мое видео из моего цикла, который я буду, рассказывать. Я в прошлое рассказывал про Караваджо, он тоже супер крутой. Какие у них у всех интересные были жизни. Вот такая жизнь, может быть, и рождает вот такое вот творчество. Что-то нужно пободрее жить, да. Эдо, что ты думаешь об этом? А я думаю об этом, что да, вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу смотрите, в описании к видео много ссылок на плейлисты, как научиться рисовать, моей стилистике, моей итальянской школе быстрого рисунка и скетчинга. Если вы хотите поддержать меня, то подписывайтесь или на Patreon, там сколько-то, $5 в месяц, или на Бусти, там или за 200 рублей, или за 400 рублей, и это будет для меня, там, для моей деятельности поддержкой. А там будет выкладываться в Бусти, большей частью, тот контент, который я не выкладываю на своем YouTube-канале. Там будет эксклюзивные штуки, и, в общем, они уже начали накапливаться. Вот. В общем, если поддержите меня, то будет приятно. И, пожалуйста, делитесь моим видео, потому что что-то YouTube меня не так сильно толкает, как я хочу. А мне кажется, это все прям такая хорошая история. Поэтому, please, делитесь моим видосом, ставьте лайк, там, подписывайтесь. В общем, а я люблю этим заниматься. Мне это дико нравится. Всем чао-чао, пока.